Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать вот такого замечательного котика. Брелок, который украсит любую сумку и все что угодно. Вяжется легко, его рост 8,5 сантиметров у меня получилось. У вас будет зависеть плюс-минус полсантиметра от вашей плотности вязания. Все, приступаем! Начинаем вязать котенка с головы. Набираем 9 воздушных петель, сильно не затягиваем. Со второй от крючка мы вяжем прибавка, 6 столбиков без накида по цепочке, вот сюда вот в крайнюю мы провязываем 4 столбика в одну. Получается, у нас разворачивается вязание. Вот видите, у нас повернулось. И теперь мы вяжем 6 столбиков без накида по цепочке. Сразу ввязываем вот эту ниточку. Шесть провязала, и теперь в крайнюю вяжем прибавочку. Вот наш первый ряд готов. Ставим маркер и переходим ко второму ряду. Во втором ряду мы провязываем 3 прибавочки, пять столбиков без накида, дальше мы провязываем 5 прибавочек, дальше провязываем 5 столбиков без накида, и дальше провязываем 2 прибавочки. В конце ряда у нас будет 30 столбиков. Закончили второй ряд, переходим к третьему. Третий ряд мы вяжем столбик без накида, прибавочка. Так повторяем 3 раза.
Дальше провязываем 5 столбиков без накида. И теперь 5 раз мы провязываем столбик без накида, прибавочка. Мы делаем вот эти вот плавные закругления, увеличение плавное. Теперь провязываем 5 столбиков без накида. И теперь 2 раза мы будем провязывать столбик без накида, прибавочка. В конце этого ряда у нас получилось 40 столбиков без накида. Это мы уже сформировали величину нашей головы. Теперь будем провязывать с 4 по 10, провязываем по 40 столбиков без накида. С этим вы справитесь самостоятельно. Вот мы связали 10 ряд. И теперь продолжаем дальше, будем уменьшать. Будем вязать 11 ряд, 3 столбика без накида, убавочка. Так 8 раз. И в конце ряда у нас с вами получится 32 столбика. Двенадцатый ряд. Вяжем столбик без накида, убавочка, и столбик без накида. И так мы повторяем 8 раз. В конце ряда у нас будет 24 столбика. Тринадцатый ряд. Вяжем столбик без накида, убавочка. И так 8 раз. В конце ряда у нас будет 16 столбиков. Связали 13 ряд, и теперь самое время добавить холофайбер.
Добавили холофайбер. Смотрите, вот такая голова у нас получается с вами. И теперь мы провязываем 14 ряд. В 14 ряду мы будем делать 8 убавочек. В конце ряда у нас будет 8 столбиков. Довязали 14 ряд. Маркер убираем, он нам уже не нужен. И здесь мы оставляем ниточку такую, чтобы можно было стянуть колечко. Все, и стягиваем колечко, захватываем за одну сторону петельки, за одну стеночку. И по кругу начинаем затягивать. Вырезаем. Голова наша готова. Ну как заготовочка. Еще ни глазок, ни ушек нету. Скоро будут. Приступаем к вязанию тела. Набираем 5 воздушных петель. Во вторую от крючка, вернее со второй от крючка, провязываем 3 столбика без накида. В крайнюю провязываем 3 столбика без накида. В нее, в одну. Это у нас будет такой разворот. Теперь провязываем 2 столбика без накида по цепочке в обратную сторону. И сюда, в крайнюю начало, мы провязываем прибавочку. Вот что у нас получается. Переходим ко второму ряду. Во втором ряду мы провязываем прибавочка, два столбика без накида, три прибавочки, два столбика без накида, и 2 прибавочки. В конце ряда у нас 16 столбиков. Следующие 3, 4 и 5 3 ряда мы провязываем по 16 столбиков без накида. Связали 5 рядов. Переходим к шестому. В шестом ряду мы с вами провязываем 6 столбиков без накида,
И теперь мы провязываем 3 вместе. Видите, у меня 3 петельки. Я захватываю и провязываем их вместе. И дальше провязываем 7 столбиков без накида. В конце ряда у нас 14 столбиков. Переходим к 7 ряду. Провязываем 5 столбиков без накида. И снова делаем убавочку из 3 петелек. Видите, у нас такая изгиб спинки получается. И теперь провязываем оставшиеся 6 столбиков без накида. В конце ряда у нас 12 столбиков. Следующий 8 ряд мы провязываем 12 столбиков без накида без изменений. Такое все маленькое, миленькое и маленькое. Как-то у меня так пальчики. Мы с вами справимся. Сделаем замечательного котенка. За окном ночь, а я сижу, вяжу. Так. Ну вот сейчас я добавлю, наверное, холофайберы в эту манюнечку. И будем продолжать. Ну вот смотрите, слегка сформировала форму тела. Такое махонькое. И приступаем дальше к 9 ряду. В 9 ряду мы с вами провязываем 4 столбика без накида. Опять делаем тройную убавочку. И довязываем 5 столбиков без накида. Так. Следующий 10 ряд мы провязываем без изменений 10 столбиков без накида. Так, довязала я 10 ряд и теперь обрезаю ниточку
убираю, во-первых, маркер и обрезаю ниточку, такую оставляю, чтобы можно было пришить потом к голове. Так. Сюда добавляется холофайбер. И вот такое вот у нас тело готово. Вяжем ушко. В кольцо амигуруми набираем 4 столбика без накида. Стягиваем колечко и провязываем соединительный столбик. Замыкаем вот наше вязание. Ну, все такое маленькое. Обрезаем. Так, и вот он, я вяжу. Вот он, соединительный столбик. Дальше второй ряд. Воздушная петля. Вяжем столбик без накида. Прибавочка. И снова вяжем столбик без накида и прибавочка. И теперь провязываем соединительный столбик. Так. Теперь третий ряд. Вяжем воздушная петля, столбик без накида, прибавочка. Все такое махонькое, махонькое. Прибавочка, столбик без накида. И еще раз столбик без накида, прибавочка, и столбик без накида. Соединяем соединительным столбиком. Так, это у нас 3 ряда ушка. И вяжем 4-й ряд. Воздушная петля, 3 столбика без накида вяжем. Прибавочка, и еще раз 3 столбика без накида, прибавочка. И теперь соединительный столбик. Все, закончили наши ушки. Оставляем ниточку для пришивания. Так, это обрезаем и прячем.
Вот такое ушко у нас получилось с вами. Одно и второе. Вот такие ушки у нас получились. Что нам еще нужно связать? Приступаем к вязанию хвостика. Набираем 9 воздушных петель. И начиная со второй, провязываем соединительные столбики. 8 столбиков у нас получается. И тут смотрите, если вы хотите такой более загнутый хвостик, вот, чтобы кончик так вот загибался, то вы можете делать еще прибавочки. Допустим, вот один, и сделать еще одну прибавочку. И тогда хвостик, видите, начинает загибаться. А если хотите ровненький хвостик, то не надо никаких прибавочек, просто 8 столбиков. Ой, просто 8 соединительных столбиков, да, провязываем. Довязали. Обрезаем ниточку так, чтобы можно было потом пришить. Вот такой хвостичек. Видите, у меня немножечко загибается. И еще нам с вами нужно связать глазки. Глазки мы будем вязать в кольцо амигуруми. 8 столбиков без накида. Стягиваем колечко. Делаем соединительный столбик. Второй ряд воздушная петля. И провязываем 8 прибавочек. В конце ряда у нас будет 16 столбиков без накида. В конце ряда мы с вами сделаем вот эту вот такую непрерывающуюся косичку. Глаза, если вы будете пришивать, оставляйте длинную ниточку. Если вы будете глазки клеить, то ниточка длинная не нужна. Так, и сейчас мы соединим. Уже не первый раз с вами это делаем. Косичка будет красивее. Так, вот и все. Затягиваем здесь колечко. И вот такой глаз у нас будет. Здесь мы еще приклеим черненький глазик маленький. У меня 5 миллиметров. А если хотите, можно бусинку пришить. Можно просто сделать типа французского узелка. Ну, все в ваших руках. Вяжем второй глазик. Начнем с пришивания ушек, оформлять мордочку. Значит, смотрите, ушки мы будем пришивать. Вот у нас идет первый ряд. И вот сразу вот в такой последовательности. Вот так вот будем пришивать. То есть с краешку ряда захватываем сразу сюда. И пришиваем постепенно.
Я захватываю сразу две стороны. Так, дальше. И вот за краешек. Здесь можно завязать узелочек, а можно перейти сразу пришить второе ушко этой же ниточкой. Дальше продолжайте самостоятельно. Вот такое ушко. Второе я, пожалуй, пришью той же самой ниточкой. Поэтому эту ниточку я обрежу. Хвостик спрячу. И все, и пришью. Так. Главное примерить хорошо, чтобы ушко совпадало. И все. И продолжаем дальше. Вот, стянула. Сейчас ниточку только спрячу и все. Ушки готовы. Продолжаем оформление. У нас есть два вот таких больших глаза. И мы их прикрепляем на мордашку. Хотите, можете пришить. Хотите, можете приклеить пистолетом. Смотрите, глаза я пришила. Теперь нам нужно приклеить зрачки. Можно приклеить вот так вот, чтобы они смотрели такие, в серединку косились. Можно приклеить просто посерединке. Можно чуть-чуть вверх, как будто бы он смотрит. То есть выбор за вами. Как вы определите расположение, такие глазки и будут. Ну и теперь мы немножко подукрасим мордашку. Я взяла черную ниточку. И теперь будем украшать. У меня глазики косые. Я сделаю такие две черточки. Вот такое и вот такое. И на второй стороне. Так, теперь вот сюда, да? Сюда. И чуть-чуть
Добиваться совершенно такого идеального сходства я бы не стала. У нас тоже левая и правая сторона разные, правильно? Так. И вот так вот. Можно вышить на ушках. Вот я вот иголочкой прохожу. Зайду сейчас в ушко. Тоже такие можно черточки. Побольше и поменьше. И ко второму ушку. Так, чтобы ниточку не видно было. Так, здесь вверх. И здесь покороче. Так, и вывожу. Вот так. Теперь смотрите, если вы хотите, вы можете вышить носик и рот. Можете не вышивать. Сейчас вот такие вот безликие в моде зверятки. Но я хочу вышить носик, поэтому я поднимаюсь, вот смотрите, между глазиков. И делаю здесь вот несколько вот таких вот теперь в серединку. Под низ. И все. И вот сюда. Да? Вот такая мордаха у нас будет. Все, и вывожу вниз. Здесь мы будем пришивать тело. Вот такая кисюня. Все, закрепляем, ниточку прячем. Отложили пока мы мордашку в сторону. Берем тело. Вот смотрите, у нас тело вот прям выгинается, видите? Такая спинка у нас изогнутая и попка. И вот теперь к этой попке нам нужно пришить или привязать наш хвост. Первый, второй ряд, да, со второй и третьим, между вторым и третьим. Между вторым и третьим, там, где у нас попочка, мы пришиваем наш хвостик. Можно просто узелком, можно не просто узелком, можно пришить и спрятать ниточку. Здесь я вытяну вот эту ниточку, где хвостик. Вот так. И все, и можно привязывать узелочком. Ну и вот смотрите. Вот такое тело с хвостиком у нас. И теперь, опять же, все зависит от вас, что вы хотите. Если вы хотите, чтобы котенок сидел такой, как будто бы бочком, то пришиваем будем вот так. И нам надо еще ж вышить две лапки.
черной ниточкой. Поэтому вы смотрите, вы хотите, чтобы котик сидел ровно, тогда вам лапки пришивать вот здесь надо, впереди. А если как будто бы он повернул голову, то лапки нужно пришивать, ну не пришивать, а вышивать мы будем вот здесь. Я буду делать вот так вот, бочком немножко. Поэтому лапки у меня будут вышиты вот здесь. И вот мы вышиваем ножки. Я ввожу вот здесь вот сзади и вышиваю лапку. И вот здесь будем прихватывать внизу. Вот лапка одна. Можно ее сделать немножечко более округлой. Сделать еще одну закрепочку. Сейчас посмотрим. Может и стоит. Сделаю закрепочку еще одну. Расширим немножко лапку вот такую. Так. И рядышком делаю вторую лапку. Так. Она у нас будет вот до сюда. Как-то высоковато. Не, нормально. Так, и вторую лапку я закрепляю. И тоже такая, чтобы она была немножко закругленная. Я ее сделаю еще рядышком закрепочку. Вот так вот. Вот. Ой, мне нравится. И все, вывожу сюда вниз. Вот они, лапки. Ну, красотища. Все, здесь завязываем узелочек, прячем ниточку. Вот смотрите, я пришила тело. Вот такая классная кисюня. Значит, смотрите, цеплять на карабинчик можно прямо карабинчик сюда пришить. И карабинчик с цепочкой. Я не знаю просто, как будете делать вы. Вот смотрите, у меня еще осталась длинная нитка. И я могу сделать просто веревочку. Цепочку. Вот смотрите. Если у вас нет такого вот прям карабинчика, можно для кольца сделать. И все. И теперь мы вяжем цепочку. У меня, конечно, карабинчики с карабинчиками, поэтому я обычно такие цепочки не вяжу. Ну, я просто так слегка вам показать. Только тогда, естественно, надо ниточку подлиннее. Мне, наверное, будет коротковато, если так оставить. Ну, сейчас посмотрим. Ну да, коротковато. Поэтому, если захотите сделать так, то ниточку еще подлиннее оставляйте. Я подцеплю на карабинчик. Поэтому сейчас все это распускаю. И все, и прячу ниточку. Добавила легкий акцент, прицепила сюда, приклеила такой маленький бантик. Вот карабинчик. В общем, замечательный котик. Очень милый, забавный. Мне нравится. Напишите, пожалуйста, в комментариях, будете ли вы вязать такого котика. Если будете вязать, какого цвета. Еще мне интересно, носик с ротиком будете делать или нет. Можно еще улыбку сделать. Но это уже ваша фантазия. Мне тут показалось, что наш котик сильно одинокий, когда он один. И я решила прицепить вот сюда к этому брелочку еще вот такие звездочки. Мастер-класс у нас есть, ссылку я оставлю в описании. Мы когда-то их с вами вязали.
А вы напишите мне, пожалуйста, как вам нравится больше. Просто котик или котик со звездочками. До встречи, пока!